Приветствую, друзья! На самом деле i3 MK3 – это уже третья попытка компании подружить 10-мм динамик, балансную арматуру и один планарный излучатель. В i3 планар отвечал только за середину, а на верхах царил балансный драйвер. В i3 Pro все слегка переиграли, планар уже работал на середине и на верхах, а арматуру вытеснили на самый край диапазона. Сегодняшнему же нашему гостю вообще сделали рокировку. Балансный драйвер теперь отрабатывает средние частоты, а планар – верха. И знаете что? Это, пожалуй, лучший звук, что я только слышал у компании TRI. Все сочно, ярко и по-серьезному богато. Но, как всегда, есть свои нюансы. О них сегодня и поговорим. Собственно, поехали. Приходит модель в большой стильно оформленной коробке на магнитах. В комплекте была инструкция, плотный кейс из кожзаменителя, тряпочка и щеточка для ухода за наушниками, 2 пары пенок и целых 3 набора силиконовых амбушюр, в том числе и так называемые грибочки. Кабель выглядит солидно, он толстый, витой, приятный на ощупь, с хорошей гибкостью и парными коннекторами 0,78 мм. По сопротивлению же это абсолютно фантастические 0,05 Ома на левом и правом канале и не столь совершенные 0,26 Ома на общем. Если кто не знает, это такая акустическая хитрость. Ее часто используют во всяких флагманских решениях. Сами чашечки сделаны из металла с отверстием для компенсации, направленным назад, средним по ширине звуковода и выточенной фигурой на внешней части. Смотрится это не особо эффектно, зато сидят они удобно с приличной фиксацией амбушюр. Вот так, друзья, это все и выглядит. На измерениях у нас довольно масштабный, но стандартный по скорости затухания импульс, незначительные расхождения между каналами и искажения в пике, достигающие эталонного 1%. Фаза ведет себя естественно, а с водопадами на 30 и 60 дБ вы можете разобраться и без меня. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 8 дБ, аналогичные амплитуды выделения области разборчивости, акцент на псевдодетализации и практически ровные высокие частоты. Что сказать, график просто шикарен. В сравнении с флагманскими Yangin Moonlight или T-Audio Hype 4 они почти ноздря в ноздрю. Лучше и не придумаешь. На слух же это тоже очень дорогое, серьезного уровня звучания, почти как на флагманских наушниках от всяких именитых компаний. Все собрано четко, хорошо сбалансировано, объемно и тембрально точно. И это были бы убийцы всего сегмента, если бы не один нюанс. Стыки между излучателями у них весьма ощутимы. Плавный, красивый и жирненький бас сменяется подробно, я бы даже сказал, поджарой серединкой, которая, в свою очередь, снова переходит в насыщенные, но тембрально плоские верха. Согласен, у этих излучателей совершенно разная природа, оттого мы имеем данные отличия, но обозначить сей факт я был просто обязан. При этом динамик с планаром прекрасно стыкуются, пусть они разные по объему, а вот серединка привносит в звук небольшую сухость, неплохо так поднимает динамику, подчеркивает разрешение и максимально заостряет атаки. Единственное, чего бы я хотел бы здесь добавить, это немного веса. В остальном же вообще не докопаешься. По гладкости, мелодике и эмоциональной выразительности i3 MK3 звучат как единый цельный организм.
Все-таки Sonion 2356 реально прекрасен и находится здесь на своем законном месте, как и выбор планарного драйвера для протяженности и линейности высоких частот. В общем, звучат наушники богато, глубоко и довольно насыщенно. Да и ценник им назначили просто сверхгуманный. По мне, так его можно было бы умножить на 2 или 3, но помним о описанных выше нюансах. Хотя, благодаря середине, Террай удалось в значительной мере поднять прорисовку и общую техничность, при этом сохранив всю теплоту, притягательность и мелодичность подачи. Верха же своей планарной чистотой и прозрачностью добавляют тот особенный текстурный колорит. На все это буквально залипаешь. Вокал звучит предельно натурально, он собранный, объемный и в меру глубокий, да инструменты буквально пышат энергией и драйвом. Все кажется предельно органичным и максимально живым. Первое время, конечно, меня смущали те самые стыки у излучателей, но то ли наушники прогрелись, то ли уши мои адаптировались. Сейчас их приходится прямо искать, причем при прямом сравнении с чем-то из флагманов. Те же Terrain, Azure и Dragon мне показались более точными и прозрачными, но из-за повсеместно использованного в них планара они очень плоские и куда менее эмоциональные. Юкими от CVG и магазина Angel Ears на фоне героев обзора резче и чересчур уж яркие, зато без перепадов по массе и в разрешении. Дешевые RTR1 мне тоже чем-то напомнили героев нашего сегодняшнего обзора. Пусть они не такие эффектные, с менее подробной серединой и упрощенными верхами, но по характеру что-то близкое в них есть. Все же остальные решения вообще никак не бьются с i3 MK3. Там либо частотка сильно уходит вверх, либо артефакты, либо все сухо и предельно скучно. Соглашусь, героям обзора придется немного привыкнуть, зато потом вас буквально клещами от них не оттянешь. По источникам, на мой взгляд, они заслуживают большего. Дайте им с запасом мощности, хорошую взрослую тоналку и мясистые четкие образы. Но здесь же стоит отметить их чувствительность к подбору амбушюр. Самые лучшие идут с ними в комплекте, так что изобретать ничего не нужно. Стилистически же держите в уме, что они не подсвечивают вам ритм-секцию, не выдвигают вперед вокал и вообще не стараются хоть как-то понравиться. Так что вот прямо эффектными или под что-то заточенными их, наверное, не назовешь. Плюс помните про то самое согласование драйверов. Я же с огромным удовольствием послушал на них джаз, рок, различную танцевальную и не очень электронику, много симфонической музыки и всякого скоростного для ощущения энергии и драйва. К вокалу и всему, что с ним связано, у меня также никаких вопросов нет. Очень ровные наушники с объемным, мелодичным и, на удивление, очень взрослым звучанием. Итогом модель i3 MK3 от компании TRI неплохо смотрится, удобно сидит, кабель и насадки в комплекте отличные, предельно низкие искажения и просто топовая настройка АЧХ. Звучат же они предельно ровно, насыщенно, с приятным слуху объемом, приличным разрешением и ощущением глубины, динамики и драйва. Да, к согласованию драйверов здесь могут быть вопросы, но в целом все очень логично. С просто фантастической гармонией, общей мелодикой и вовлечением в материал. На фоне всего, что вышло за последние полгода, они просто совершенство. Лично мне очень понравились. Бас жирный, упругий, серединка подробная и поджарая, а верха ровные, прозрачные и просто фантастически протяженные. Подобное качество сейчас – это большая редкость. А у меня, друзья, на этом все. Это была модель TRI
i3 MK3. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Обязательно на них подпишитесь. Всем, друзья, добра!